Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки будут. Итак, наш еженедельный прогноз и основные вопросы. Что важно знать? Неожиданности, что скрыто, и по основным сферам жизни. Итак, для вас, мои дорогие тельцы, что же принесет эта неделя? Надо сказать, что эмоциональный фон этой недели может быть нестабилен, поэтому не включайтесь в какие-то диалоги, дискуссии. Помните, что эмоции – это вещь приходящая и крайне нестабильная, это правда. Сегодня одно, завтра другое. На этом не построишь какой-то базис, а помешать могут. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности на неделе возможны? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» Может быть, вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. И личная жизнь. Окей, две карты. Итак, что же для вас важно знать? Паш кубков. Вообще, карта нам где-то пророчит хорошее настроение, вдохновение, признание в любви, какие-то радости. Может быть, не крупное что-то, мелкие радости, но это из разряда тех, которые нас вдохновляют. И не только для души, но еще и для кармана подразумевает эта карта, потому что кубок стоит возле нашего замечательного котика, а из кубка выглядывает рыбья голова. Рыба – один из символов благополучия и денежного удовольствия. Или, может быть, продвижение финансовых вопросов. Поэтому у кого-то конкретно сдвинется с мертвой точки решения ваших денежных проблем, может быть. Или у вас появится возможность, если для кого это актуально, услышать какую-то свою финансовую брешь, как будто закрыть. Меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя финансовая история. Но здесь действительно как будто лед тронулся. Что-то приходит в вашу жизнь с большим оптимизмом, мои дорогие тельцы. Ладно, сама по себе карта не крупная, но уже позитивный момент, что как будто настроение у нас хорошее будет, или, по крайней мере, будут какие-то вопросы продвигаться вперед. Неожиданности. Но это у нас так выглядит справедливость. И в неожиданностях, когда выпадает аркан справедливости, безусловно, у кого-то могут проиграться, опять же, для кого это актуально, вопросы, связанные с разбирательством в суде. Или, может быть, вы должны согласиться, как соглашение общее принять, медиаторство, да? Или есть конкретная тема, вопрос, когда вам нужно выяснить, как в отношении вас работает закон. Карта нам говорит сама по себе. Когда она выпадает, я всегда предупреждаю. Даже улицу мы должны переходить в том месте, где положено, а не где всегда. Вот даже в мелочах соблюдайте закон, порядок, нормы или правила в обществе, какие-то регулировки. Не превышайте скорость, если вы едете за рулем авто. То есть вот мы должны где-то быть законопослушными, и тогда закон нам как будто помогает. А если есть какая-то тема в вашей жизни, которая тоже связана с законом, значит, себя нужно подстраховать. Может быть, продумать, проверить какие-то документы, где вы ставили подписи. Как будто не должно несогласованности быть по закону. Себя где-то обезопасить нужно. Хотя по этой карте идет закон причины и следствия. Что посеешь, нам говорят, то и пожнешь. Может быть, какая-то прежняя история, мои дорогие тельцы, возвращается. Или эта информация, новость к вам приходит, и вам нужно как будто откликнуться. Для всех карта говорит, будь честен сам с собой. И второй момент, держи эмоциональное равновесие. Все-таки это у нас весы. Для кого-то могут проиграться вот эти вопросы, как финансы, да, может быть, как налоговые органы. Вот такое тоже может быть. Одним словом, это те структуры, которые следят за любым порядком. Давайте посмотрим, чему сейчас не время.
А вот, кстати, думать, что какой-то вопрос уже все, завершился. Или вы с ним закончили, и уже как бы продолжение не следует. Значит, действительно какая-то история словно может вернуться. Старший аркан справедливость, как я сказала, это закон причины и следствия. И поэтому действительно, если вы прежде что-то сделали хорошо, как будто и в вашу сторону тоже откликнутся. Пусть не конкретный человек, которому вы помогали, руками других людей, пространство, вселенная вам окажет как будто помощь. Но если мы что-то сделали, ну не очень хорошо или так себе, здесь ведь тоже какая-то история может всплыть наружу, и нам придется один на один с чем-то разбираться. Но не время думать, что все, я уже все точки над «и» расставил. Или какая-то история как будто не возвращается. Видимо, какой-то заключительный аккорд, мои дорогие тельцы, вам еще предстоит сделать. Но вас как будто что-то порадует. Может быть, это личная какая-то история. Как будто вы все равно сумеете вот так по справедливости решить вопрос. И если мы говорим, что вам помогает, карта мага, у вас сейчас очень сильная позиция. Вы правда, мои дорогие тельцы, вы ведь люди, которые любят своих близких, свою семью. Вы всегда готовы прийти на помощь, на выручку кому-то. Иногда вы себя поставите на второе место, а кого-то как раз на первое. Но на этой неделе как будто вы можете все же кому-то помогать выйти из сложной ситуации. И как будто, кто знает, у нас вот кубки, правда, мы сказали хорошие новости, да, хорошее настроение или радость какая-то. Может быть, вы помогаете конкретному человеку, именно близкому, закрыть какой-то вопрос, но не нужно думать тогда, что этот вопрос вы уже с точкой, как будто можно будет забыть на этой неделе. Или это как раз на этой неделе приходит какое-то известие, когда вам что-либо нужно досогласовать. Может быть и так. Но у вас очень сильная позиция, карта мага. Как будто есть тот вопрос, мои дорогие тельцы, который можете решить только вы. Или вот это Соломоново решение, мудрое какое-то, оно будет зависеть от вас. Но повторюсь, у вас нет ничего невозможного. И даже вот в сочетании таких, ну, непростых карт, как справедливость и 13-й аркан смерть. А вы все равно можете выйти победителем. У каждого здесь будет по-своему. Продумайте этот тонкий нюанс. Что скрыто? Выбор. Правда, выбор. Может быть, это и в личной жизни. У нас так выглядит аркан влюбленный. И еще один старший аркан. Посмотрите, одни старшие арканы. Может быть, какая-то личная ваша история определяется на этой неделе. Может быть, как я уже сказала, это вы участвуете в решении какого-либо вопроса, который будет связан либо с вашими близкими, либо с родными, любимыми, может быть и родственниками далекими, но есть как будто в этом взаимосвязь. Хотя отчасти это и если вы заняты личным творчеством, например, да, или вы строите карьеру, то есть где-то пересечение ваших амбиций идет, потому что ведь это вы маг, волшебник. Стало быть, это вы будете довольны своими приложенными усилиями или правильным расчетом каким-то, и у вас все получается. Но вот из этого выбора вам как будто нужно, может быть, совместить несовместимое, договориться с теми, с кем договориться сложно. Или вот, как я сказала, Соломоново решение в том вопросе, когда вообще общий какой-то знаменатель подвести сложно. А у вас получается. Знаете, мои дорогие тельцы, поскольку у вас 4 старших аркана из 5 карт, это какая-то история, ну, может быть, она даже не заканчивается где-то на этой неделе, а продолжение следует. Помните, что у вас сильная позиция. Дела, работа, бизнес. Шикарно. Вот еще одна карта, но не старшего аркана, пусть младшего, но достаточно сильная, крепкая, надежная, которая тоже говорит о вашей сильной позиции. Это карта самодостаточности, это карта уверенности. Это когда вы надеетесь на себя, и вы видите плоды труда своего. Конкретно деньги или какая-то ваша задумка, мечта, или то, что по работе, может быть, был проект,
подтверждение получает, одобрение, рост вашей популярности происходит, рост, может быть, вашей экспертности, и это все вместе перемежается еще и с деньгами. Очень хорошо карта проигрывается для тех, у кого свое личное дело, либо творчество, либо ремесло, либо, вот как я уже сказала, вы, может быть, строите карьеру. То есть, знаете, как будто, если мы говорим о здоровом честолюбии, вот здесь оно будет польщено, факт. Финансы, хотя про финансы нам сказали. Но с финансами, смотрите, у нас выпадает еще один старший аркан Луна и граничит с 13-м арканом. Вы не должны себя поставить под удар. Что бы вы тут ни делали, знаете, себя где-то допустить в зону риска, это категорически нет, это было бы ошибкой. Примите к сведению, по Луне какая-то финансовая ситуация, вы ее не можете просчитать на будущее с точкой. Еще тысяча неопределенностей, расслабляться как будто не время. Может быть, какой-то вопрос, сегодня он решается положительно, но завтра вы можете столкнуться, мои дорогие тельцы, с обстоятельствами непреодолимой силы. Мы не влияем ни на людей, ни на вот ту обстановку, в которой мы находимся. И у нас сейчас очень турбулентный мир. Поэтому просчитать наверняка, что будет потом. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Оставляйте себе пространство для маневра. Или пусть это выпадает у нас на деньги. Заначку, мои дорогие, оставляйте. У вас не должно быть, словно, знаете, вы себя не должны обесточить финансово, потому что могут быть какие-то повороты судьбы или вот тех самых обстоятельств, которые нас окружают, и вам придется играть по тем правилам, какая игра на тот момент сложится. И если мы говорим, деньги один из способов взаимодействия с миром, кто знает, вот как раз может быть, вот этот способ для вас будет самый верный. Поэтому, ну, где-то допускайте, что что-то может пойти не так. И на последующий, кстати, месяц, апрель, там ведь тоже у нас обстановка может резко меняться. У нас серьезные планетарные события проходят, которые будут влиять на все знаки абсолютно. Но у вас дается сильная позиция, чтобы как будто себе создать подушку безопасности. И мы сказали столько много старших арканов. Это не случайно. И это не на одну неделю. Как будто будьте прозорливы и внимательны. Ну вот как-то так в личной жизни. Вот интересно, тут прям телец может с кем-то разобраться и сказать кому-то нет. А часть людей вам может попросту где-то, ну, буквально надоесть, потому что слишком много просьб в ваш адрес. У нас это на личную жизнь. Может быть, это и рабочие вопросы, когда вы себе поставили в план что-то одно, а люди вас пытаются, ну, как-то так дергать, и чтобы вы переключили свое внимание на них. А от вас требуется однозначное и, знаете, такое хладнокровно принятое решение. Все же туз мечей, вот он так выглядит, это выход из лабиринта, из какой-то неразберихи. По семерке жезлов это всегда, пусть называется карта соревнования, но здесь на нас больше воздействует, а наша-то позиция как будто нам говорит карта: отступи полшага назад и ничего не делай, просто наблюдай, не включайся в какой-то вопрос. Может быть, это у кого-то совпадет и с близкими вашими, и где-то научиться говорить «нет» будет тоже правильно. А может быть, это будет связан вопрос с деньгами. Не потратить куда-то деньги. Хотя, может быть, и есть желание. Как раз с деньгами-то у вас порядок должен быть, по крайней мере, в разрезе этой недели. Но впереди еще тысяча неопределенностей. Поэтому беспокойтесь о себе сами. Для этого вам как будто Вселенная помогает, открывая перед вами новые возможности. С одной стороны, добавляя вам словно силы закрыть те темы, в которых только вы один или одна можете справиться или решить тот или иной сложный вопрос. Но с другой стороны, о себе не забыть. Вот в каком-то вихре, ну, событий или себя не поставить на второе место, у вас будет пространство, кстати, мои дорогие тельцы, вот именно на этот пункт, чтобы вы кого-то
не воздвигли на пьедестал, а сами где-то там у подножия этого самого пьедестала остались, вам никто спасибо не скажет. Давайте я, мои дорогие тельцы, достану еще поясняющую карту, потому что из расчета туза мечей и семерки жезлов как-то не очень мне понятно, чего это касается. Для кого-то это, судя по этим двум картам, тут действительно вы кому-то можете даже резко заявить «нет». Или для себя принять окончательное решение, что пусть это даже с кем-то из близких, из родственников, или, ну, может быть, и по работе, все же личная жизнь не только про любовь. Но это ваше решение окончательное, что я не буду участвовать в каком-то вопросе. Давайте мы карту «Совет на личная жизнь». Карта «Звезда». Вы знаете, тут у кого-то переезд может быть. Или вопрос, связанный с переездом. Уезжать далеко или нет? Может быть, менять ваше жилье или нет? И, скорее всего, карта тогда говорит, смотри на далекую перспективу. Ориентируйся на то, что вы себя, карта мага, да, на второе место не должны поставить. Ведь эта карта говорит, сияйте, как звезда. Эта карта пророчит большое будущее. И где-то это карта выбора правильного направления лет на 10-20. И уделять внимание только тому, что надежно. Может быть, еще по этой карте, как я сказала, перемещение или дистанция. Для кого-то из вас дистанция с вашим человеком. Может быть, это ваш супруг, супруга, и волею судьбы вы в разных местах находитесь. Или, может быть, даже в разных странах. Такое тоже я могу предположить. И тогда вопрос воссоединения семьи как будто стоит на повестке дня. А у кого-то это отношение с человеком тоже на расстоянии. А для кого-то другая ситуация, когда, ну, может быть, это вы хотите переехать, смотря кто меня смотрит, может быть, от своей семьи. Предположим, если меня смотрят достаточно молодые тельцы, да, жил с мамой, с папой, а теперь все, мы как будто есть вопросы ключевые, по которым мы не можем найти взаимопонимание. Или вот какие-то подобные вопросы еще, которые могут быть связаны либо с продолжением на длительный период, или вашими планами, или буквально перемещением, или переездом. По старшим арканам тут много вариантов может быть. Карта нам говорит, не сомневайся. Знаете, не гоните от себя даже какие-то альтернативные мысли, которые поначалу могут выглядеть дурацки, по-дурацкому, правда. Здесь ведь карта внутренних страхов, то, по сути дела, чего нет, а то, что мы себе можем надумать. И тут такой один совет идет по этой карте, не мешай себе, понимаете? И кто знает, может быть, это вы себе помешаете, если начнете участвовать в каком-то конфликте или в каких-то разбирательствах, или в чрезмерной помощи, мои дорогие, кому-либо из лучших побуждений. Опять же, как по Хирону, да? Нам говорят, помни, кому помогаешь. Не всегда то, что мы делаем из благих целей, будет иметь доброе продолжение. Поэтому тут себя как будто не забыть в ворохе дел. Может быть, в ворохе каких-то перипетий. Или в ворохе перипетий ваших родственников. Все же есть тут такие моменты во всех этих картах, как будто вы можете заниматься решением той ситуации, которая не совсем ваша. Или вас могут втянуть в решение какого-то вопроса, и вы себя словно оставите на потом. И вот как раз карты-то говорят, вот этот выход из лабиринта может как раз касаться либо в переезде, либо смены места жительства, либо, может быть, и смена работы у кого-то, или перемещение куда-то далеко, или новый вид деятельности, кстати. Сияйте, как звезда. Кто знает, может быть, на повестке дня, когда вы выбираете или недели между предыдущей какой-то организацией, и вы уже себя попробовали в своем деле и определиться, стоит ли мне оставить основную работу, которая была прежде основной, и уйти в свободное плавание, или еще повременить. А нам говорят, у тебя сильная позиция. Да, какие-то вопросы о себе еще будут напоминать.
Да, есть еще тысячи неопределенностей, но невозможно, чтобы, видимо, даже это вас останавливало, мои дорогие. Тут сместить фокус на себя, для себя что-то просчитать, с финансами не ошибиться и исполнить как будто свое желание. Все же карта звезда, и я ведь спрашивала карту совет. И нам говорят, сияйте как звезда или осуществи свою мечту. Буквально так советует карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.